Что же, приветствую всех в братстве теоретиков. Сегодня я хочу с вами поговорить о игре Evil Nun The Broken Mask. Evil Nun The Broken Mask — это игра, которую ожидаю я и, собственно, зрители данного канала. Нет, не все зрители данного канала, просто большинство зрителей, я заметил, большинству зрителям нравится именно эта игра. То есть люди смотрят меня за то, что я снимаю видео о данной игре. Я сделал выводы, то, что вам действительно нравится эта игра, и вы действительно ожидаете этот проект. Возможно, кто-то и не является фанатом. Возможно, кто-то узнал об этой игре благодаря мне и моим видео и теориям. Но сегодня будет новостной ролик, как и в прошлый раз. Собственно, и еще. Некоторые люди мне доказывали, что вот, Гловстик сделали школу, и, собственно, ничего там переделывать не надо, то есть ничего Карлос не переделывал, и ему остается только переделать сюжет, персонажей, и добавить, может, кого-нибудь, и доработать игру, может быть. Но, черт возьми, они реально переделывают школу. То есть я тоже думал, что типа школа, она, она как и была, так и будет. Но как же я ошибался. Они переделывают полностью работу Гловстик. То есть, вот именно, эта школа выглядит сырой. И вообще, с чего я взял, что эту школу переделывают? А с того, что да, она выглядит сырой. И еще они переделали тот самый коридор, по которому мы бежим к той самой комнате, ну, с крестом и с огнем, и с котлом. Но тут даже котла нету. Здесь нету той самой пентаграммы, тех самых шипов. То есть, они даже переделали эту самую комнату, которую сделали Glowstick Entertainment. Они переделали коридор, и вообще они переделали все. И они еще переделали главного героя. С чего я это взял, спросите вы? Что же, я вам отвечу, что помните руки, которыми открывал дверь главный герой в начале первого трейлера, самого первого трейлера по Evil Nun The Broken Mask? Ну, короче, помните вот эти вот руки, да? Помните? А теперь давайте посмотрим, что сделал Карлос Коронадо. А Карлос Коронадо убрал эти руки и добавил вот эту вот худенькую женскую ручку. Нет, реально. От этого я, кстати, и построил сейчас вот теорию. То, что мы будем играть, походу, не за главного героя, а за главную героиню. То есть у нас главный герой — это девушка. То есть мы играем за персонажа женского пола. Да. И еще вот этот вот двор в начале катсцены игры. Это вообще... Карлос Коронадо, это не знаю. Это просто улица даже не проработана. Как будто он только начал все это дело делать. Тогда так оно, наверное, и есть. Он только начал делать двор. Господи, я 2 года ждал игру. Но все же, это выглядит... Это, я не знаю, как даже описать. В этой катсцене все то же самое, что и в мобильной версии Evil Nun. Да. И еще из этой самой будки, где, ну, помните, в первой части на мобильных устройствах Evil Nun уже в школе продавал билеты. Ну, не продавал билеты, а, скажем так, прятался в билетной будке мальчик с синими руками. Помните это место? В общем-то, вот. Главный герой почему-то идет к этому месту, наверное, чтобы, ну, не знаю, какое-нибудь разрешение к лагерю, к школе. Я не знаю, может, какой-нибудь специальный билетик, что ли, или не знаю что, или заплатить там может. Но он подходит к этой будке, и оттуда смотрят черные, ну, как черные, не черные, но из этой тьмы, черноты смотрят белые, абсолютно белые без зрачков глаза. Как будто там не мальчик с синими руками, а монстр. Да и тем более, если бы это был мальчик с синими руками, зачем ему скрываться в тьме? Нет, серьезно, реально, это выглядит как-то, ну, слишком. Тем более, главный герой выходит... героиня. Выходит из машины. Машина, я так понял, уезжает.
и нас по голове бьет вот эта вот монахиня. Правда, откуда она берется сзади, нам непонятно. Она, видимо, телепортируется. Также они вот вообще, Карлос Гранада поленился переделать сцену с Game Over. То есть, когда мы проигрываем, есть такая сцена Game Over. И вот эта вот сцена Game Over, там, где монахиня одевает маску главному герою и кидает его в прачечную к другим таким же самым проигравшим детям. Вот эта сцена была выведена уже в школе, в мобильной версии Evil Nun. И вот именно что Evil Nun's Broken Mask компьютерной версии, они даже это не переделали никак. И это та же самая сцена, только с другой монахиней. И, как я вижу, с чуть-чуть измененной маской. Или мне кажется, или маска такая же будет. И напоследок, чтобы вам еще больше доказать свою правоту в том, что Glowsting сделали хорошее, а Карлос Гранада ленится делать нормальную игру и переделывает все, абсолютно все, и из-за своей лени он даже не хочет добавлять что-то новое в игру. То есть это та же самая мобильная версия игры, только это ПК-версия игры. Там все точно такое же, ну чуть-чуть может переделанное, но все точно такое же, и все не то, чего мы ожидали. Чтобы вам еще больше это доказать, я вам прочитаю описание игры, которое полностью копирует, скажем так, мобильную версию игры Evil Nun The Broken Mask. Evil Nun уже в школе. Собственно, вот я вам зачитываю. Вас пригласили в религиозный летний лагерь. Когда вы приходите, это не то, чего вы ожидали, и внезапно монахиня бьет вас молотком. Вы просыпаетесь в заброшенной школе и должны придумать, как выбраться. Но, к вашему удивлению, вы не единственный, кто оказался там в ловушке.